До недавнего времени дроны считались игрушками, и ими играли в мячик, гонялись за собаками, снимали красивые пейзажи, и не только. Но с приходом новых реалий пришло новое смертоносное оружие, которое называется дроны-камикадзе или дроны-убийцы. Эти убийцы, наверное, во многом превосходят даже артиллерию, если мы говорим не про шквальный огонь, а про точечный, потому что попасть из миномета или какой-нибудь артиллерийской системы типа там Д-30 и так далее без спутникового наведения достаточно сложно. А вот эта штуковина, в которой есть встроенные датчики, у которых есть пульт, ты видишь свою цель, сделать это достаточно просто. И особенно если боеприпас такого назначения, как, например, вот этот, а это КЗ-6, который весит 3 килограмма, из которых 1,8 взрывчатого вещества, и пробивает эта штуковина примерно 215 миллиметров гомогенной брони. В принципе, просто брони, можно сказать. Дрон этот каким-то образом таскает до 5 килограмм. Я не знаю, как это происходит, но это девятка, 9-дюймовые винты здесь используются. При ретрансляторах их можно использовать до 25 километров. У противника, у противоборствующих сторон есть разные способы борьбы с ними. Кто-то использует дроновые ружья, которые малоэффективны в данный момент, потому что некоторые дроны используют динамические волны. Работают они в диапазонах в разных, могут в 700 работать, могут в 900 и так далее. Обычные мавики, например, со сбросами работают на 5,8, 2,4 и так далее. Вот эта вечная борьба между пилотами, так называемыми, и технарями, она продолжается постоянно. И те, у кого есть не только пилоты, но и техники, они, конечно же, в этой войне побеждают. Почему? Потому что пилот — это все достаточно просто. Ты берешь пульт в руки, ты берешь очки вот такие вот хорошие, и ты видишь, что куда летит твой дрон, ты поражаешь цель и идешь дальше. Естественно, есть меры безопасности. Мера безопасности предполагает, что ты взлетаешь не с того места, где находишься сам, да, а взлетаешь чуть дальше. Для этого здесь куча проводов, куча антенн, которые выносятся, и ты на более-менее безопасном расстоянии запускаешь свой дрон. Как вы знаете, есть еще противодронные всякие эффективные системы, которые умудряются вычислить координаты взлетающего дрона и там пульта условно. И если вы находитесь где-нибудь в укрытии, проводами растянуты до антенны, оттуда вы запускаете дрон, естественно, у вас шансов больше выжить. Но хватит болтать, я считаю. Надо показать вам мишени и разобраться с этими мишенями при помощи КЗ-6 и при помощи 9-дюймовых дронов-убийцы. Времена кризиса и нестабильности сильно испытывают бизнес-сообщество. Однако среди всего этого хаоса есть некоторые компании и бизнес-партнеры, которые остаются верными своим ценностям, несмотря на все трудности. Организация, которая не стремится использовать текущую ситуацию для выгоды, проявляет свою преданность клиентам. Это говорит о том, что она понимает и ценит важность долгосрочных партнерских отношений. Такая компания хочет поддержать своих клиентов, помочь им в переживании кризиса и выполнять свои обязательства, несмотря на все трудности. Одним из таких партнеров является организация, которая в этот непростой период не только не увеличила цены на свои услуги, но и не позволила снизить качество. И, конечно же, я говорю про первый в России конвейер бухгалтерских услуг МАКа. Мы понимаем, что увеличение цен в кризисное время может нести за собой серьезные проблемы для бизнеса. Траты уже значительно возрастают, а если к этому добавить подорожание услуг или товаров, то могут возникнуть финансовые трудности, которые предпринимателю может быть сложно преодолеть. С нами предприниматель может быть уверен, что все его расходы останутся стабильными, и он сможет гораздо легче управлять бизнесом. Да, именно так заверяет основатель компании МАКа Александр Лыков. Времена меняются, но настоящие партнерские отношения остаются неизменными, и те, кто ценит их в такие непростые времена, всегда будут иметь преимущество. Напоминаю, что МАКа за все свое время существования ни разу не повышали цены на обслуживание, и в 2024 году они по-прежнему сдерживают цены на доступном докризисном уровне. Теперь первый месяц всегда бесплатно. Ссылка на МАКа в описании. Шоу «Тачка на прокачку» продолжается. Сегодня у нас будет 3 мишени. Первая машина, которая пройдет испытание сегодня, это будет «Лада». Вторая мишень — «Таврия». Вы видели все ролик, или если не видели, то посмотрите про Энлав, где Энлав промазал, я стрелял, вот там она ехала, она добралась до полигона своим ходом. Способен ли вот такой вот мангал спасти пассажиров и водителя от кумулятивного воздействия?
КЗ-6 пробивает 215 мм брони. Сегодня у нас есть днище танка, его часть корпуса верхняя. И попробуем мы сегодня его пробить. Это третья мишень. Проблема дронов камикадзе является в том, что они постоянно падают. То есть, если у кого-то есть рэп против работающий на этой частоте, он обязательно упадет. Он в любом случае упадет, даже если ты не держишь джойстиком, потому что джойстиком ты его должен постоянно поднимать, потому что он постоянно, перманентно падает. Естественно, если у тебя на секунду потерялось, там, на несколько секунд потерялось управление, или тебе его перебили, или у тебя просто антенна не достигает, скажем так, своего нужного расстояния, то он тоже упадет, и ты этого не заметишь. Мало того, есть системы сейчас, которые подменяют картинку дроном камикадзе, и люди видят вообще другую картинку, или, может быть, даже кто-то может перехватить управление, и этот дрон камикадзе может лететь в ту позицию, с которой ты его отправлял. Я такие технологии видел, не знаю, насколько они сейчас массово применяются, но, тем не менее, бывает такое, что ты, выходя на передовую, одеваешь очки и видишь в них, как чей-то дрон летит, может быть, даже на твою позицию. Есть еще средства такие, что ставят в машины, в которые там экран, монитор такой, и несколько изображений, там 8-10 изображений транслируется, то есть вот этот вот датчик камеры, он ничем не защищен фактически. Он, по-моему, на 5.8 находится, и эти экранчики демонстрируют тебе все дроны, которые летят. Если ты там не увидел свою тачку, то едь спокойно. А если увидел, то тебе нужно с нее срочно сваливать. Так вот, он постоянно падает, и если вы никогда не управляли таким дроном, вы им, собственно, управлять сразу же и не сможете. Поэтому для этого существуют всякие обучающие центры и так далее. Естественно, использую дроны со стабилизацией значительно проще, типа там мавики и так далее. Очки у меня сегодня вот такие. Здесь есть размеры разъемы под USB, под HDMI, под непосредственно запись, под, то есть вы можете слушать звук и все, что вам нужно, здесь есть. Это стандартный пульт, на который вы задаете частоту, на которую летите. И, в общем-то, с одной стороны, все достаточно просто, но если вы никогда не летали, вы, конечно, полетать не сможете, учитывая, что вес у нее нестандартный. Вес КЗшки здесь 3 килограмма, и она будет падать значительно быстрее, чем это делает обычный дрон. Ну, погнали. Я все-таки пару раз летал, но я, конечно же, не профессионал. Поэтому у нас есть люди, которые специально обучены, которые будут нам в этом помогать. Итак, тестируем на машине КЗ-6. Взрывчатое вещество 1,8, 3 килограмма весит, 9-дюймовый у нас дрон. И постараемся мы сейчас попасть в переднюю часть, там где мотор, возможно, кто-то внутри выживет. То есть посмотрим по осколкам. Погнали. Так, дрон полетел, сейчас мы ударим в двигатель и посмотрим, смог ли там кто-нибудь выжить. К сожалению, манекен мы сегодня не взяли, торопились. Вау! Да, в движок не получилось. А вот это что такое? Какая-то часть улетела сюда, прикиньте. Тут, кстати, почти кумулятивная решетка стояла сверху для этих любителей альпинизма. Смотрите, что происходит с машиной, которую поражает КЗ-6 при помощи 9-дюймового дрона. Ну, что могу сказать? Как в Ералаше. Все! Внутри
вряд ли кто-то мог выжить, потому что, смотрите, ее разворотило, и да, у меня нет слов просто. Да. В движок мы не попали, потому что сам по себе снаряд очень тяжелый, и это не так просто взять так вот и с разгона попасть. Но попали в крышу, это достаточно, чтобы экипаж этой машины боевой закончил свое существование. Я думаю, что здесь все понятно. Внутрь просто развернуло все. И да. Но вообще, кстати, вот руль, например, хоть и почернел, но он выглядит достаточно неплохо. Шкурка там лисинная какая-то. Все в осколках внутри, смотрите. Вторичные, в первую очередь, осколки. Вот в самом руле, видите, осколок. Ну, мед. Учитывая, что весь руль в осколках, понятно, что водителю здесь не место. И здесь курят, короче. Переходим к следующей мишени. Она у нас немножко защищена, так сказать. Сейчас мы это увидим. Друзья, недавно в штате Юта упал вертолет, и экипаж, слава богу, выжил. Но что это за вертолет такой, вы, наверное, знаете. Это Apache, про который много вышло фильмов, и это очень крутой и самый массовый вертолет американской армии. Мы сделали очень крутой обзор на этот вертолет, и вы можете его посмотреть на Бусти, ведь Бусти помогает нам делать наши безумные эксперименты по-настоящему красивыми. Ведь все, что мы делаем ради вас, и, конечно же, нам нужно на что-то существовать. Так что подпишитесь на Бусти и поддержите нашу команду. На Тавре стоит противокумулятивная решетка. Это, конечно же, импровизированная вещь, сделанная из арматуры, но, тем не менее, спасет ли она от кумулятивного воздействия КЗ-6? Полетели, господа! Главное попасть, ведь проблема в том, что она не как орел может так кануть вниз. Она как бы под углом заходит, поэтому шанс спасти всегда есть. Спастись. Ё-моё! Ну почему? Ну почему, блин? Ну... А слушай, есть варианты. В натуре есть варианты, прикиньте. Эта херовина сдетонировала КЗшку. Было расстояние и крышу вмяло. И посмотрите, осколки посередине, безусловно, прошли внутрь. И это может быть вторичные осколки. А вот здесь, впереди, где сидит водитель, залетел один большой осколок, и он, возможно, прошел бы мимо головы. И, безусловно, человек получил бы контузию, но, может быть, это его спасло бы. Так, я сажусь на место водителя. А, черт, дверь заклинила. Сломай. Так, ладно, придется через пассажирскую залезть. Отпускаю и... Так, ну смотрите.
Пассажир, который сидит здесь, смотри, он тоже мог спастись. У него были бы ранены ноги. Смотри, осколки прошлись вот сюда, вперед. Ноги у него, вероятно, были бы ранены. Если он был бы в противоосколочном костюме, может быть и нет, кстати. А вот здесь, видите, нету осколков. То есть, в принципе, вот сидит человек. Не, ну в смысле, его пришило, да, у него может быть минус... Как минус голова? Ну как это? Вы прикиньте, с такой силой удара прилетает просто за затылок. Тебе пизда, у тебя перелом шеи, ты мертвый. Нет, перелом шеи это может быть перелом позвоночника, но ты не факт, что будешь мертв. Так, смотрим сюда. Пересаживаюсь на место водителя. Так, ну вот я сидел, условно ехал вот так. Бам. Так, если бы я ехал вот так, у меня была бы дыра в голове. Потому что вот здесь офигенный осколок. А вот здесь осколков нет. Ну, то есть, да, меня бы хорошо бы прижучило. Вот это то, что вы видите, осколки, это не осколки. Это были пулевые ранения, мы ее расстреливали тут мало-помалу. Короче, это увеличило шансы. Вы видели, как разрывает машину без кумулятивной защиты? Но это, прям скажем, очень импровизированная противокумулятивная защита, потому что это всего лишь арматура. Но, тем не менее, это смягчило удар. И варианты выжить все-таки у пассажира и у водителя появились. Прям вот, ну, по-моему, очевидно, да? Нет. Не очевидно? Ну, как выжить? Слушай, ну одно дело тебя на куски разрывает, другое дело... Слушай, нет, смотри, давай так, на бронемашине, если бы это была бы бронемашина, то потолок бы не продавило, и это бы намного бы увеличило шансы, конечно. Короче, на бронемашине это сработало бы идеально. Даже вот в такой интерпретации, как мы сделали. Но, блин, ну я не знаю, мне кажется, что вот здесь вот осколков, если нет, то это прям реально выжить можно было. Вот летит дрон. У нас противокумулятивная защита сделана, импровизированная. Там висит еще один дрон. Смотрим. Попадаем прямо в кумулятивную решетку, стараемся. Ну, хз. Короче, напишите в комментариях, были ли шансы. Мне кажется, что они все-таки были. Потому что, ну, гранаты мы тоже взрываем часто в одном метре, там тоже фугасное воздействие, конечно же, в 10 раз больше здесь было, но в конце концов здесь еще крыша, часть осколков сдержала. Итак, пробиваем лобовую проекцию танка КЗ-6 дроном камикадзе. Нет пробития? Нет? Поехали. Серьезно? Лед разбит. А что же с попаданием? Мне кажется, вот это вот оно, да? Если в предыдущем эксперименте абсолютно понятно, что шансы выжить были бы точно, если бы вы были на броне с решеткой, то сегодня в номинации «Оскар» побеждает крюк. Передний крюк, который транспортировочный, видите, вот внизу целый, а вверху он тоже был целый. Но после попадания КЗ-шечки его не стало. Но это единственный минус, потому что в остальном никакого пробития нет совершенно. Это, кстати, ни хрена себе. Крюк спас целый танк. И это очень хорошо. Как правило, ФПВшки бьют по броне башни. Броня башни, как вы видите, значительно тоньше. Или по заднему моторному отсеку, то есть по передней
в ЛДшечке работать будет вряд ли. Но, тем не менее, любые предметы вроде крюков способны спасти жизнь танку и экипажу. Дроны Камикадзе все время совершенствуются. Сейчас появились с тепловизорами, с ночным видением, другие начинки. Кто-то использует уже урановые начинки, которые, естественно, пробивают и танк насквозь. Что ж, напишите в комментариях, какие начинки, какие средства борьбы с дронами вы предложили бы нам, а мы это обязательно протестируем. Прежде чем мы закончим, я хочу сказать, что на Бусти прямо сейчас мы взорвем кое-что. Мы посмотрим, что будет с Таврией, потому что ей уже пришел срок отправляться наверх, вон туда. Мы взорвем КЗшку под днищем Таврии. Это вы можете увидеть на Бусти. А с вами был крупнокалиберный переполох. Не переключайтесь. Дальше будет интереснее.